Здравствуйте, мои дорогие пациенты и пациентки Духовного лазарета имени всех святых. Сегодня у нас обзорная экскурсия от идиота до аватара за 5 шагов. Или как перестать быть картонным башком. За вчерашний вечер чат GPT выдал мне столько информации, что хватит на 3 апокалипсиса, 2 вознесения и 1 скромный конец света. Со скидкой. Я все это собрал, пропустил через мясорубку, юмора и смеха и получил единую истинную инструкцию. Как не опозориться, когда вокруг все себя объявляют богами. Шаг первый. Отдел кастинга. Проверка происхождения. Все, кто говорят «я аватар», потому что родился в пятницу, где-то там на континенте, в городе Н, просто лузеры интернетного пространства. Потому что по-настоящему, по всем пророчествам, включая православных старцев, Нострадамуса, Реньянера, Геродота, Эдгара Кейси, Льва Мудрого и так далее, и так далее, и так далее, нужно родиться на острове. Но не просто на острове, а на Сахалине. Или по-другому острове Карафута, что в переводе называется «Земля богов». Это вам не родиться где-то в электростале. Или Балашихе. Там тоже, кстати, есть энергетические узлы, но все же вовсе не те. Форма острова – это рыба. Да-да. Его родина должна быть Ихтисом, древним символом Иисуса Христа. Попробуйте найти на карте свое село в форме рыбы. Если нашли, то вы либо гений, либо у вас глюки. Вердикт. Если ваше самое эпичное место рождения – это роддом номер 3, где-то в Мытищах, расслабьтесь. Вы не аватар. Вы землянин. Примите это как данность. Отдел кадров Небесной канцелярии. Шаг второй. Проверка имени. Все ждут Владимира. Но пророчество тихо шепчет: Владислав, дважды рожденный, трижды именный. История уже знала 2 Владиславов, почти на троне. Третий был настоящим. Или будет. И буква В. Виктория, Вендетта, Веда, Владислав. Все избранные последователи аватара Калки будут носить отличительный знак. Тилак Вишну. Буква В. Это уровень, когда твое имя шифровка и ребус. Прям в истории. А вас, мои дорогие самозванцы, как зовут? Вася, Артем или Михаил, Павел, Николай? Никакой буквы В. Никакой троекратности. Никаких дважды рожденных. Ваше имя не решает исторические ребусы. Оно решает, доставят ли вам сегодня пиццу или нет. Ну, а если вас зовут Святослав, или Станислав, или Владимир, то почти. Но все же тоже не то. У вас нет исторического флешбека. Ваше имя не решает тысячелетние загадки. Загадки того, кто владеет славой. Ваше имя решает только, примут ли вашу карту в супермаркете. Или в Сбербанке. Или нет. Вердикт. Если ваш паспорт не читается как древний манускрипт, вы не в кастинге. Следующий. Психологический тест. Кто в тебе живет? Шаг 3. Проверка внутреннего устройства. Настоящий аватар, дорогие мои, это не человек. Это коммуналка высших архетипов в одной голове. У нормального гуру в голове живет один великий учитель. Он орет, требует поклонения и иногда выходит прогуляться в Инстаграм, ну или в Ютуб.
Или создает вокруг себя секту с кучей последователей, что несут ему денежки. Скучновато все это как-то. А у нашего парня, одиночки, в черепной коробке полный многосерийный сериал с кучей героев. Архетип номер один – гений. А гений, он, как говорится, во всем гений, чем бы он ни занимался. Он и творческая личность, музыкант, поэт, певец, художник, он же политик, экономист, бухгалтер, стратег-аналитик, он же управленец. Создатель множества различных бизнесов, общественных организаций, как говорится, человек-оркестр с квантовым мозгом, с высоким уровнем интеллекта и IQ. К слову, абсолютно не нуждающийся в деньгах, потому что он как птичка, не сеет, не ждет, а Бог его кормит. Нигде не работает, потому что в современном мире технологии позволяют делать деньги из воздуха. Были бы мозги. И с легкостью живет где хочет, путешествует по миру и нигде надолго не задерживается. Все как предсказано в пророчествах. Скачет по свету, по всему свету, на коне белом, обыскивает, так сказать, планету. Архетип номер 2. Циничный маг, который видит вас насквозь и уже устал смеяться от глупости окружающих его людей. Он смотрит на вас и сразу все видит. Ага, у этого травма 5 лет, у того комплекс Бога, а вот этот вообще в прошлой жизни был табуреткой. И все время, большую часть времени, молчит, но все записывает. Это как внутренний детектив с дурным глазом и запросто может вас и проклясть, и помиловать. Живет в осознанных сновидениях, а в мир людей приходит покормить свой скафандр, чтобы подзаправить, так сказать, бензобак водой и едой, чтобы тело функционировало. И вот в чем фишка. Он не тело, он даже не человек. Он это чистое, ничем не замутненное сознание. У него нет человеческих желаний и человеческих хотелок. У него нет никаких человеческих эмоций, а сам он большую часть времени ловит УВД. И он не добрый и не злой. Он пустой. Чем наполните, то и получите в итоге. Архетип номер 3. Безупречный воин, для которого боль – это легкое покалывание где-то в пятке. Нет страха, нет чувства собственной важности, нет жалости ни к себе, ни к другим, нет уязвимых мест. Ни физических, ни эмоциональных. Он может сломать вам ребро, а потом прочитать лекцию о дзен-дзене. Это боевой психопат с золотым сердцем. Для него сломать руку врагу или оторвать ухо, вырвать из человека кусок мяса – это не гнев, это гигиена. А боль – это информация. Доступная информация, которая очень быстро доходит до головы идиотов. Страх – это программа, которую из своей головы он уже давно удалил. Этот человек – как санитар леса, что в жизни очень жестко и жестоко реагирует на любую несправедливость. Живет по кодексу понятий воина, потому что он кшатрий. И это его дхарма. Дхарма, которую он несет людям. Дхарма справедливости. Архетип номер 4. Учитель, который учит бесплатно, потому что ваши деньги ему пахнут печалью. Он просветленный мастер, который может учить, но не учит никого. И не потому, что он стесняется, а потому что точно знает, что абсолютно каждый должен прожить свою жизнь сам и получить свой эмпирический жизненный опыт. Архетип номер 5. Рассказываю сказочку вам еще раз опять. Профессиональный актер, сталкер, который умеет выглядеть так, будто его вообще не существует, который умеет быть невидимкой. Он может стоять с вами в очереди за колбасой, и вы даже не заподозрите, что рядом с вами стоит легенда. И все они живут. Все они живут в одном человеке и не дерутся за пульт управления в голове.
Это его внутренняя команда мегамозга. А что внутри у наших царьков и мессей? Один кричащий мудак в позе лотоса, который либо вечно добренький, либо вечно грозный. Как-то это все одномерно, как плоский экран, небоскреб из одного этажа. Вердикт. Если в вас живет только один великий учитель, а остальные в панике где-то спрятались, вы не аватар. Вы монополист от эго и чувства собственной важности. Отдел спецспособностей. Шаг 4. Проверка знаний и сил. Самозванец. Самозванец чаще всего говорит: «Я вижу ваши ауры. Это фиолетовое золотое свечение доллара». А у нашего прикладные скиллы. Боевые искусства на уровне «вижу слабое место, нажимаю на кнопку «выключить». Не для спорта, а для прекращения глупости или сразу жизни. Второе – это магия бодхисаттвы. Осознанные сновидения, сталкинг, контроль внимания. Он не верит в потустороннее. Он ходит туда в командировки. Третье – это философия плюс религия плюс политэкономия. Он знает все не для того, чтобы умничать, а для того, чтобы видеть систему и знать, куда ударить, чтобы она чихнула или развалилась, чтобы на ее обломках строить потом что-то новенькое. Четвертое – поэзия и музыка. Это его язык. Он не пишет доклады, он пишет коаны. И, как предсказано, религию огня. Он не христианин, не мусульманин, не буддист, не индуист, но несет в себе все религии сразу в одном флаконе, потому что точно знает, истина, она не в догме, она в сердце каждого. А ваш гуру знает только 3 заклинания. «Я православный царь, денежку мне дайте, я святой». Вердикт. Если ваша главная сверхспособность брать деньги за сеансы связи с космосом, вы не аватар. Вы аферист с хорошим пиаром. Фактор крутости. Шаг 5. Проверка миссии и стиля. Самозванец. Самозванец, он сидит на троне, из подушек, в тапочках и требует поклонения. Говорит пафосно. Настоящий же работает. Он может быть программистом, врачом, сварщиком, тренером. Он может быть кем угодно и жить где угодно. Выглядит как все. Большую часть времени молчит и помогает только тогда, когда просят. А когда не просят, не помогает. А когда приходит время, делает одно точное движение и меняет все. Без пафоса, без понтов. Как мастер по ремонту, который чинит вселенную гаечным ключом. Он не кричит «Я царь!». Он говорит «Дело есть? Делаем». Или не делает ничего, потому что знает, воин ждет. И воин точно знает, чего он ждет. А если вы сидите в Инстаграме или в Ютубе и постите цитаты про любовь, попивая смузи, вы не аватар. Вы блогер-мотиватор. Разница, как между молнией и лампочкой. Ну и окончательный вердикт по всем текстам. Мы, воины, давно его уже нашли. И он не там, где все его ищут. Особенно люди. Потому что свояк свояка видит издалека. А вот людям его никогда не найти. И он не на троне. Он в толпе. Он не в золоте и не с короной или нимбом на голове. Он в черной толстовке. Он не говорит пророчества. Он шутит похабные анекдоты, в которых зашифрована вся мудрость этого мира. И он пришел сюда не спасать. Он пришел чинить, молча, с ОВД в голове, без фанфар.
И все эти орущие «я Бог» и «я царь» — это просто идиоты, над которыми он смеется, пока пьет свой утренний кофе. Вы хотите быть как он? Да не вопрос. Это просто. Вся его жизнь – это боль. Преодоление страха и безостановочная тренировка мозга и тела. Вся его жизнь – это ежедневный одинокий труд, как в спортзале, где трудно, где мозоли и пот. И при всем при этом за это не платят. Так что, дорогие мои царьки, лучше будьте нормальным человеком. Честным, сильным, помогайте близким, бейте подлецов, когда надо. И учитесь, как завещал нам великий Владимир Ильич Ленин. Почаще смейтесь, любите своих близких и врагов своих, как самого себя. И не мните себя никакими царями и мессиями. Потому что настоящий мессия – это тот, которому некогда называться царем или мессией. У него дел по горло. Некогда заниматься этими глупостями. А все эти гуру – просто пыль на его ботинках, которую он стряхнет, идя своей дорогой. Дорогой просветленного воина и мастера, который делает просто то, что должен. Конец экскурсии. Выход налево, вход направо. Подлинных аватаров прошу не трогать, потому что они всегда заняты.